Как отбелить швы на старой плитке? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Наверняка у каждого есть такие интересные знакомые, которые приходят в гости с целью оценить ваш уровень жизни. Невзначай такая дама проводит пальчиком по полке с телевизором и поджимает губки, да тут пыль. А в санузел и вовсе страшно пускать таких ревизоров, не дай бог там что-то нестерильное, ну что делать? Это нужные знакомые, так что придется подготовиться к их встрече. Намыть, надраить до блеска, повесить только что купленные полотенца, поставить новый ароматизатор, и вдруг, к своему ужасу, вы обнаруживаете, что швы на плитке, как ни три их, выглядят несвежими. Без паники, есть варианты решить эту проблему буквально в день приема. Почему швы на старой плитке темнеют и желтеют? Особенно цвет швов бросается в глаза на светлой и катастрофически на белой плитке. Керамике это время не подвластно, она не меняет своей гаммы и даже практически не выгорает под прямыми лучами солнца. А о каком солнце идет речь в ванной комнате? Так почему швы становятся такими непривлекательными? А там, где есть влага, всегда есть грибок и грязь. Если у вас есть время на регулярную генеральную уборку, то еженедельная чистка со щеткой и средством с противогрибковыми компонентами вам в помощь. И даже при таких титанических усилиях со временем затирка все же желтеет, просто из-за природы своего материала. Идеальный выход – специальный маркер для плитки. Чего только не придумают мастера ремонта и строительства. Да, представьте, есть специальный маркер для отбеливания плиточных швов. И не только отбеливания, но и покраски, то есть можно швы сделать, например, цветными и таким образом преобразить вашу ванную. С темным цветом вы надолго забудете о проблеме желтения и пятен. Всего этого просто не будет видно, но понятно, что регулярную уборку и борьбу с грибком при этом не стоит игнорировать. Краска на специальных маркерах не течет, держится долго даже при применении средств уборки. Некоторые пользователи рекомендуют после использования маркера дополнительно прокрасить швы акриловым лаком, чтобы защитить их от влаги. Если подобрать маркер под цвет плитки, то с его помощью можно замаскировать небольшие повреждения и трещины. Маркер – вещь, конечно, хорошая, но его нужно найти и приобрести заранее. А что делать, если гости уже на пороге? Есть проверенный и моментальный выход, и это самая обычная белая зубная паста. Разумеется, этот способ не даст долговечного результата, но если надо быстро, то лучше не придумаешь. Домашние средства для отбеливания швов на плитке. И все же, если у вас есть больше, чем полчаса, попробуйте другие, более эффективные варианты, например, обработку швов белизной. Концентрированный состав, особенно в форме геля, убьет плесень и отбелит затирку. Крепкий раствор пищевой соды тоже хорошо борется с налетом, как и аптечная перекись водорода. А как вы решаете проблему с цветом затирки? Может быть, у вас есть собственные оригинальные рецепты? Поделитесь ими в комментариях. Ссылка на статью в описании, автор статьи Евгений Вахидов. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.